4 июня 2026 года в Киеве снесли памятник Михаилу Булгакову. Формулировка была простая. Писатель, взгляды которого не соответствуют текущему курсу. Эта новость из тех, которые сначала вызывают недоумение, а потом чувство брезгливости и испанского стыда за тех, кто осмелился на подобную мерзость. Проблема в том, что этого писателя невозможно вычеркнуть из города так же легко, как памятник. Взять, снять с постамента и все. Потому что за 100 лет до этого сноса Булгаков уже описал людей, которые это совершат. Он знал их логику, их язык, их уверенность в своей правоте задолго до того, как они появились уже в реальности. Сегодня разберем почему. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами я, Павел Кухаркин, и сегодня мы поговорим о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Человеке, который пережил крушение империи, революцию, гражданскую войну, запреты, травлю, нищету, но, кажется, так и не смог предугадать только одного, что после его смерти будут выгонять из города, где он родился. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и самое главное, делитесь этим видео. Поехали! Всякий раз, когда начинают делить прошлое на правильное и неправильное, из булгаковских страниц словно выходят старые знакомые и настолько узнаваемые персонажи, что вы наверняка видели их и сегодня. Тут непременно появляется Швондер, уверенный в том, что сложные вопросы решаются простыми словами и радикальными мерами, что культуру можно, а точнее нужно разложить на верную и вредную, что достаточно назвать человека врагом, и он действительно станет таковым. И, конечно же, он безоговорочно уверен в том, что прошлое необходимо подогнать почему-то под существующую целесообразность. А толпа Шариковых ему в этом, несомненно, помогает. Годы идут, и ничего не меняется. Булгаков знал таких людей, потому что они существовали всегда. Менялись эпохи и времена, а они оставались и всегда находили себе место. Просто сегодня они объясняют, почему сам Булгаков оказался чужим для Киева, и, кажется, даже не замечают, что узнали себя в его же персонажах. Слово «чужой» произносят о человеке, который родился в Киеве в 1891 году, выросшем в семье профессора Киевской духовной академии, окончившем университет Святого Владимира, работавшим здесь врачом и ставшим писателем. Заявляют это люди, чья связь с городом чаще всего вообще заканчивается арендованной квартирой. Биография великого писателя полностью пронизана соприкосновением с подобными персонажами еще при жизни. Он жил в Киеве в то время, когда город переходил из рук в руки в кратчайшие сроки. Только представьте эту обстановку. Центральная Рада, большевики, немецкие войска, Скоропадский, директории, петлюровцы, добровольческая армия и снова большевики. Люди просыпались и первым делом пытались понять, а чей сегодня город? Чья власть? Какие слова лучше произносить, какие книги спрятать, кого сегодня называть своими, а кого врагами? Если смотрели «Свадьба в Малиновке», это практически документальный фильм. А профессору Вернадскому за год, проведенный в тот период в Киеве, вообще приписывают гражданство УНР. Булгаков прожил все это. Поэтому он и имел свое отношение и взгляды на каждую силу, которая пыталась руководить городом. Но чтобы понять Михаила Афанасьевича и его сложную систему ценностей, нам первонаперво нужно разобрать его жизненный путь и то, что сформировало его как писателя мирового масштаба. Иногда нам кажется, будто писатели появляются сразу готовыми профессионалами, будто они рождаются уже в окружении собственных книг и будущей славы. Хотя историю про Льва Гумилева мы расскажем позже. Но прежде чем Булгаков написал записки на манжетах, Морфий, Белую гвардию, прежде чем по Москве пройдет Воланд, а Шариков начнет рассуждать о правах и обязанностях, Михаил Афанасьевич был молодым врачом. В 1916 году Булгаков окончил медицинский факультет Императорского университета Святого Владимира. Первая мировая война уже шла третий год, и ему приходилось работать врачом Красного Креста в
прифронтовых госпиталях Юго-Западного фронта. Затем его направили в Смоленскую губернию, в село Никольское Сычевского уезда. И на тот момент ему было 25 лет. 25 – это удивительный возраст, в котором одни еще ищут себя, другие мечтают о путешествиях и любви, а третьи впервые сталкиваются с ужасом ответственности. На молодого врача обрушилось все и сразу. Он оказался один на десятки верст вокруг, без опытных коллег, которые могли дать совет или разделить ответственность, что по факту означало без права на ошибку. Отчасти это тот момент, когда ему откровенно повезло оказаться не в Санкт-Петербурге, где совершалась революция, что могло полностью изменить его жизнь, а все-таки где-то на периферии. В записках юного врача Булгаков позже напишет о страхе, который испытывал в первые месяцы работы. Он боялся собственного незнания, боялся, что не сумеет распознать болезнь, что не успеет вовремя, что сделает разрез не там, где нужно, что погубит в целом человека, и это не по злому умыслу, а просто по неопытности. Потом появится знаменитый рассказ «Полотенце с петухом». Молодая девушка, изуродованная молотилкой, ампутация, отчаяние и спасение молодым неопытным врачом. Спустя некоторое время девушка приходит в больницу на костылях, чтобы поблагодарить своего спасителя, и дарит доктору вышитое своими руками длинное снежно-белое полотенце с изображением красного петуха. Отсюда собственное название рассказа. И что-то совсем не так смешно, как в сериале «Интерны», а ведь описываются по сути одинаковые персонажи. Нужно отметить, что в отличие от многих писателей, Булгаков никогда не романтизировал страдания, потому что слишком хорошо знал, как оно выглядит. Именно поэтому в его книгах так мало фальши, а его герои всегда живые и так похожи на тех людей, которых мы встречаем в своей жизни. В Никольском произошло еще одно событие, которое оставило свой отпечаток на личности писателя. В 1917 году, после тяжелой аллергической реакции на введение противодифтерийной сыворотки, Булгаков начал принимать морфин. Сначала он говорил, что это временная мера, но потом прием морфина превратился в зависимость. Он понимал происходящее лучше многих других, и именно поэтому, что был врачом. Он видел механизм собственного падения, замечал ложь, которой человек оправдывает себя, давал обещания и сразу нарушал их. Хотя признание болезни – это первый шаг к выздоровлению. Все не так гладко, как на самом деле это происходит. Позже все это войдет в рассказ «Морфий», одно из самых страшных произведений русской литературы о зависимости. Единственное, что спасло от бесславной гибели гения, это наличие рядом его жены Татьяны. Жена, которая позднее он почти нигде не вспоминал публично, но которая сыграла в его жизни роль, о которой редко говорят литературоведы. Она доставала лекарства, терпела вспышки раздражения, прятала ампулы, уговаривала, спорила, вытаскивала его буквально за руку из того ада, в который погружался Булгаков. Благодаря ее усилиям и собственной воле он сумел преодолеть зависимость. На этом его испытания не закончились. Дальше была революция, которую не смог принять Булгаков, но благодаря которой он создал еще один шедевр. Булгаков начал писать «Белую гвардию», когда Киева, в котором он вырос, уже не существовало. Дома стояли на прежних местах, Днепр по-прежнему тек между берегами, Владимирский собор не исчез, а Андреевская церковь все так же поднималась над Подолом. Но тот порядок жизни, который казался естественным и почти вечным, был уничтожен. Исчезла уверенность, что дети проживут жизнь лучше родителей, и вместе с ней исчезло представление о том, что образование, профессия, репутация и честная служба способны защитить человека от произвола истории. «Белая гвардия» выросла именно из этого чувства утраты. Не случайно роман начинается словами «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй». Турбиных иногда называют литературным портретом семьи Булгаковых, но даже при наличии реального сходства это не совсем так. Николай Булгаков не был Николкой Турбиным, хотя и писался с него. Варвара Михайловна не превратилась буквально в Елену, а сам Михаил Афанасьевич не растворился без остатка в Алексее Турбине. Военный врач Алексей Турбин – это скорее нравственная позиция Булгакова, в которой он пытается сохранить человеческое достоинство в обстоятельствах, где достоинство вообще перестает приносить выгоду. Именно через него Булгаков задает вопрос, который будет мучить его всю жизнь. Что происходит с человеком, когда привычное представление о добре и зле просто перестают действовать? И кто знал, что
что люди не раз будут сталкиваться с подобными мыслями в ближайшие еще 100 лет. Отдельной линией у Булгакова проходит его отношение к петлюровцам, которые нынешние украинские борцы с историей пересказывают в нескольких словах. Обычно говорят так: он был против всего украинского движения, ненавидел Петлюру, а значит был против Украины. Хотя для чего-то они приписывают себе украинских деятелей, которые были фактически на другой стороне от Петлюры, то есть практически всех. Согласитесь, это очень примитивное объяснение, а тем более вывод. Правильнее будет сказать, что Булгаков был против того, что увидел собственными глазами. Он писал о петлюровщине такой, какой она вошла в Киев зимой 18 года. В романе петлюровцы приходят вместе со страхом и массовым террором. Не случайно одна из самых сильных сцен произведения связана не с боем, а с ожиданием прихода этих персонажей. Город живет слухами, никто не знает, что произойдет завтра. Факт в том, что Булгаков не скрывает своей неприязни к идеям Петлюры и его сторонников, которые, к слову, были далеко не гуманные и никакие не проукраинские. Буквально, Булгаков просто выступает на стороне здравого смысла и жизнелюбия. Но важно понять ее природу. Его возмущает не украинская речь, не народная песня и не право людей на видение своего исторического будущего. Его возмущает торжество насилия и силы, освобожденной от нравственных ограничений. Его пугает легкость, с которой насилие начинает казаться оправданным и отталкивает готовность объяснить любую жестокость высокой политической целью. Булгаков просто против бандитизма и жестокости. Это прослеживается во всех его взглядах, не только относительно конкретно этих персонажей. Отдельной болью для него стали еврейские погромы. Сегодня об этом предпочитают не говорить, потому что тема неизбежно становится предметом политических споров и десакрализирует существующую идеологию. Но факт бесчинств, которые творили петлюровцы, от этого не исчезает. На территории Украины в годы гражданской войны произошли сотни погромов. Современные исследователи расходятся в точных цифрах, однако во всех исследованиях речь идет о десятках тысяч погибших. И что самое важное, все архивные данные тех времен фиксируют, что именно петлюровцы совершали эти погромы. Это просто исторический факт. Булгаков не мог смотреть на это равнодушно, в первую очередь, как человек, державший на руках людские тела и прилагавший все возможные усилия ради их спасения. В одном из очерков он написал: «Я совершенно не понимаю, как можно любить кровь», что, кстати, будет прослеживаться в его произведениях. Он не романтизирует смерть. Пожалуй, именно здесь проходит граница между историческим Булгаковым и его современной интерпретацией в Киеве. Разумеется, он относился к петлюровцам резко отрицательно, как и подобает приличному человеку, который не понаслышке знал о их преступлениях. Он не принимал политический национализм в той форме, в которой столкнулся с ним. Но где в его книгах или действиях призыв ненавидеть именно что-то украинское? Этого нет. Где утверждение национальной неполноценности? Где требование мести? Этого нет, не было и не могло быть, так как Булгаков был коренным киевлянином и заядлым гуманистом. Именно поэтому Булгаков оказался неудобен. Но возвращаясь к биографии Михаила Афанасьевича, которая непрерывно связана с героями его романов, хочется отметить, что в конце «Белой гвардии» Булгаков оставил своих героев среди развалин привычного мира. Старый Киев уходил в прошлое вместе с людьми, которые еще вчера считали себя хозяевами собственной судьбы. Казалось бы, самое страшное уже произошло, но Булгакову предстояло открыть еще одну разновидность одиночества. Москва начала 20-х годов не ждала его с распростертыми объятиями. Булгаков приехал сюда осенью 1921 года без известности, без денег и без уверенности в завтрашнем дне. Позади остались Киев, Владикавказ, врачебная практика и гражданская война. Булгаков очень быстро понял новые правила и очень быстро выяснилось, что жить по ним он не умеет. Все-таки Шариковым быть при его уровне образования и опыта невозможно. Первые главы «Белой гвардии» были опубликованы в 1925 году, и уже 5 октября 1926 года на сцене Московского художественного театра состоялась премьера пьесы «Дни Турбиных». С этого момента жизнь Булгакова изменилась. Публика с восторгом восприняла спектакль. Люди по несколько раз приходили смотреть. Были постоянные аншлаги, и популярность автора не стояла на месте. Но оказалось, что зритель и критика живут в разных мирах. Параллельно с общественным восхищением критики обвиняли Булгакова в попытке вызвать сочувствие к белому офицерству, упрекали в идеологической двухсмысленности, находили контрреволюцию там, где писатель всего лишь
отказался расчеловечивать своих героев. Не вписался в рынок, как сказали бы сейчас. В сущности, ему не простили самого опасного свойства подлинной литературы. В днях Турбиных офицеры не были карикатурными врагами. Они ошибались, страдали, шутили, боялись и теряли близких, и это вызывало раздражение у тех, кто считал, что искусство обязано подтверждать идеологическую линию. С каждым отказом Михаила Афанасьевича от искажения романа критика становилась все жестче. Зойкина квартира, поставленная в театре имени Вахтангова, подверглась нападкам. «Багровый остров» вызывал раздражение своей сатирой, но особую судьбу пережил «Бег», когда репетиции в Амхате уже шли, но постановку остановили. В 1928 году пьесу полностью запретили как контрреволюционную. Так Булгакова запретили впервые. В следующий раз его будут запрещать только на Украине. Постепенно вокруг Булгакова начала возникать пустота. Пьесы снимались с репертуара, издательства отвечали отказами. И уже к началу 1930 года он оказался в положении, в котором, с одной стороны, его знала вся театральная Москва, и одновременно он не мог себя прокормить. Позднее Булгаков напишет: «На широком поле словесности российской в СССР я был один единственный литературный волк». И уже 28 марта 1930 года, находясь в полном отчаянии, Булгаков пишет письмо правительству СССР. Оно принадлежит к числу самых трагических документов русской культуры 20 века. Он написал: «Все мои произведения запрещены, и я лично своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе. Но рукописи не горят». Речь шла о первом варианте будущего величайшего романа «Мастер и Маргарита». И Аннушка уже разлила масло. В письме он прямо говорил, что все его работы запрещены, спектакли отменены, и он не знает, как быть дальше, и просит отпустить его за границу. Ответ на письмо пришел, мягко говоря, неожиданно. Из воспоминаний Булгаковой 18 апреля 1930 года в квартире Булгакова зазвонил телефон. В трубке прозвучало: «Михаил Афанасьевич Булгаков? Да-да. Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить». «Что? Сталин?» И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом. «Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Мы ваше письмо получили, читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, вы просите за границу? Что мы вам, очень надоели? Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может. Хотя на тот момент уже в Европе жили его братья, врач и футболист. Вы правы, я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В художественном театре. Да, я хотел бы, но я говорил об этом, и мне отказали. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами. Да-да, Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить. Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего». Этот разговор длился всего несколько минут, но его будут обсуждать десятилетиями. Вскоре Булгаков получил возможность работать в Амхате. И здесь начинается одна из самых странных и противоречивых историй советской культуры. Сталин действительно любил дни Турбиных. Это подтверждают и театральные документы, и воспоминания современников. По наиболее распространенным данным, он смотрел спектакль 15 раз. Одни считали, что Сталин видел в пьесе доказательства исторической неизбежности победы большевиков. И если даже такие сильные, образованные и мужественные люди проиграли, значит, иначе быть не могло. Другие полагали, что его привлекала честность. Булгаков не унижал противника. А Сталин, как человек, закаленный политической борьбой, уважал серьезного соперника больше, чем карикатуру. Есть еще один момент. Сталин сам происходил из мира, где судьба человека могла измениться за один день. Возможно, поэтому ему был понятен булгаковский интерес к людям, оказавшимся на историческом изломе. Но личная симпатия вождя не превратила Булгакова в благополучного советского классика. У нас на канале есть 3 части про Иосифа Виссарионовича Сталина. Обязательно посмотрите после этого выпуска. Но вернемся к Булгакову. Его работа «Кабала Святош» подверглась разгромной критике, а работа в театре приносила не столько удовлетворение, сколько постоянное ощущение зависимости от чужой воли. Булгаков продолжал писать, почти всегда понимая, что написанное может никогда не увидеть читатель. Именно в этом и заключается главный драматизм его судьбы. К началу 30-х годов Булгаков уже знал цену литературному успеху. Он видел переполненные залы, видел разгромные статьи и также видел, как одна и та же публика может аплодировать и ненавидеть.
Все, что произошло с ним раньше, оказалось лишь прологом главной книги его жизни. Один из немногих авторов, к слову, кто смог воочию видеть постановки своих творений, общаться не только с читателями, но и со зрителями. Работу над романом, который позже получит название «Мастер и Маргарита», Булгаков начал в 1928 году. Первые наброски были совсем не похожи на тот текст, который сегодня знают миллионы читателей. Не было еще мастера в привычном нам виде, не было многих сцен, не было окончательной композиции, но уже появился таинственный иностранец, который однажды придет в Москву и заставит людей увидеть себя в истинном обличии. Так зародилась эта книга. В марте 1930 года произошло событие, которое позже станет частью литературной легенды. Как мы уже говорили ранее, после очередных запретов и ударов судьбы Булгаков уничтожил одну из ранних редакций романа. Многие годы спустя миллионы читателей будут повторять фразу Воланда «Рукописи не горят». Но ее невозможно понять по-настоящему, если не знать, что Булгаков однажды действительно пытался уничтожить собственную книгу. Пожалуй, именно здесь литература в которой раз пересеклась жизнью автора. Писатель сжигает рукопись, герой романа сжигает рукопись, а потом и герой, и автор убеждаются, что некоторые тексты оказываются сильнее огня. Но после уничтожения первой редакции работа не прекратилась. Скорее наоборот, роман словно начал заново собираться из разрозненных фрагментов. Нужно ли говорить, что фактически роман он писал про себя? Рядом с Булгаковым в этот период находился человек, без которого история «Мастера и Маргариты» могла закончиться совсем иначе. Его жена Елена Сергеевна Булгакова. Они познакомились в 1929 году. В 1932 году стали мужем и женой. Позже она будет перепечатывать рукописи, хранить варианты текста, записывать рабочие замечания, вести дневники, разговаривать с издателями и редакторами. После смерти писателя именно Елена Сергеевна станет главным хранителем романа. Не случайно многие исследователи видят в образе Маргариты черты самой Елены Сергеевны. Разумеется, между реальным человеком и литературным персонажем нельзя ставить знак равенства, но трудно не заметить сходства. К 40-м годам книга превратилась в нечто гораздо большее, чем сатирическое произведение о советской Москве. Перед читателем просто возникли два мира – Москва и Ершалаим. И две человеческие трагедии. На первый взгляд, между прокуратором Иудеи и московскими событиями нет ничего общего. Но Булгаков строит роман иначе. Его интересует поведение человека перед лицом нравственного выбора. Именно поэтому центральной фигурой ершалаимских глав становится Понтий Пилат. Не Иешуа, а именно Пилат. Человек, который понимает правду и все равно идет против нее. Позже Пилат произнесет знаменитую фразу «Трусость – самый страшный порок». Разумеется, роман гораздо сложнее, чем просто одна формула, но тема трусости действительно проходит красной линией через всю книгу. Пилат боится последствий, боится потерять положение, боится власти, частью которой сам является. И в этом заключается одна из главных булгаковских мыслей, что зло далеко не всегда совершается убежденными злодеями. Иногда его совершают люди, которым не хватило мужества поступить правильно. А вот Маргарита показывает, что она бесстрашная, потому что любовь притупляет все другие чувства. Отдельного разговора заслуживает вопрос, который возникает почти при каждом серьезном обсуждении романа. Был ли Воланд образом Сталина? Эта гипотеза существует давно. Ее сторонники обращают внимание на несколько обстоятельств. Что, во-первых, Воланд обладает властью, которую никто не способен оспорить. Во-вторых, он наказывает ложь, доносительство, карьеризм и трусость. В-третьих, его появление меняет судьбы окружающих так же стремительно, как решения Верховного меняли судьбы людей в самом Советском Союзе. Но тогда почему он немец? Некоторые авторы видели в этом намек на Сталина, однако серьезные литературоведы относятся к такой версии очень осторожно. Другие говорят, что он вообще был образом Бога. Мариэтта Чудакова, Борис Соколов и многие другие исследователи неоднократно подчеркивали, что прямых доказательств этой гипотезы не существует. Сам Булгаков никогда не писал, что Воланд это Сталин. Не было таких записей ни в дневниках, ни признаний в письмах, ни свидетельств в воспоминаниях близких. Но и обратного тоже не было. В общем, история синих занавесок и учителя литературы. Логичнее будет считать, что Воланд – это собирательный образ, в котором присутствуют черты, может быть, в том числе и Сталина. Но он слишком сложен для простой политической аллегории. В нем есть черты гетовского Мефистофеля, европейской демонологии и литературной традиции XIX века. Иными словами, черты философского персонажа, существующего вне конкретной эпохи.
Не стоит забывать, что многие считают «Мастера и Маргариту» продолжением Фауста Гёте. Когда Булгаков умирал, роман оставался незавершенным. Последние правки он диктовал почти слепым, книга не была издана, читатель еще не знал ни Мастера, ни Маргариту, ни Воланда. Писатель уходил из жизни, не имея возможности увидеть судьбу своего главного произведения. Рукопись сохранила его жена Елена Сергеевна. Долгие годы она бережно хранила архив писателя, перепечатывала текст и добивалась права на его публикацию. И лишь через 26 лет после смерти автора роман впервые увидел свет. Для советских читателей это стало настоящим событием. Произведение, о существовании которого знали только немногие литераторы и друзья семьи, внезапно оказалось доступно во всей стране. В том же 1967 году в Париже также вышло издание романа на русском языке. Читатели переписывали текст от руки, передавали машинописные копии знакомым, искали пропущенные страницы и сравнивали различные версии. Роман, который его автор когда-то обреченно считал погибшим, начал собственную жизнь. Сегодня роман переведен на 46 языков и считается одним из величайших творений русской и мировой литературы. Булгаков умер 10 марта 1940 года. Ему не исполнилось и 50. Последние недели он почти не видел. Болезнь, от которой когда-то умер его отец, настигла его самого. Он не увидел своего главного триумфа. И это странная судьба. Человек всю жизнь пытается добиться права быть услышанным своими современниками, а потом выясняется, что его настоящие современники родятся через 20, 50, 80 лет после его смерти. Он опередил время. Булгакова до сих пор пытается объяснить и всякий раз терпят поражение. Его слишком удобно было бы назвать монархистом, человеком, не простившим гибель Российской империи. Но тогда придется объяснить, почему он отказался от эмиграции, почему сказал Сталину, что русский писатель не может быть вне родины. Почему остался? Слишком удобно назвать его каким-то антисоветчиком. Но тогда придется объяснить, почему он продолжал работать в советских театрах, искал возможность говорить со своей страной, зная, что даже проститься с родными, похороненными в Париже, ему уже не суждено. Очень удобно назвать его просто великим художником, вынеся за скобки время, в котором он жил. И это будет неправдой. Памятник можно снести, книги можно сжечь, а вот отказаться от того, кем он был для этого города, не в чьей-то власти. Булгаков намного больше, чем люди, которые взяли и просто попытались его как-то отменить, запретить, снести. В общем, такой он Михаил Афанасьевич. Друзья, пишите комментарии. Спасибо за то, что вы подписываетесь, делитесь. Давайте делать это активнее. До новых встреч. Пока.